Обычное утро в сибирской тайге навсегда изменило жизнь одного лесника. Ранним осенним утром, когда над бескрайними лесами стелился густой морозный туман, лесник Даниэль Картер вышел на свою привычную пробежку по старой просеке. Он работал на удаленном кордоне, далеко от населенных пунктов, где вокруг были только могучие кедры, холодный ветер и километры нетронутой дикой природы. Все шло как обычно, пока примерно через 2 километра пути он не заметил движения возле молодого ельника. Из кустов осторожно вышел маленький медвежонок. Он выглядел истощенным, грязным и очень напуганным. Сначала Даниэль решил, что зверек случайно оказался рядом с дорогой и сейчас убежит обратно в лес. Но произошло нечто странное. Медвежонок не только не убежал, а наоборот начал идти за человеком. Лесник продолжил путь, не обращая особого внимания на неожиданного спутника. Однако зверек упорно следовал за ним шаг за шагом. Прошло несколько минут, затем еще несколько, но медвежонок не отставал. Тогда Даниэль ускорил шаг, надеясь, что малыш вернется обратно в чащу. Однако тот продолжал идти следом. Наконец лесник остановился и обернулся. В этот момент медвежонок подошел вплотную, поднялся на задние лапы и осторожно ухватился когтями за его штанину. Даниэль замер. В глазах маленького зверя читались страх, усталость и отчаянная просьба о помощи. Лесник сразу понял, что медвежонок потерял мать и в одиночку вряд ли сможет пережить приближающиеся морозы. Он присел рядом, достал бутылку воды и осторожно поднес ее к зверьку. Медвежонок начал жадно пить, словно не находил воды уже очень долгое время. После этого мужчина решил забрать малыша на кордон. Там его ждал напарник по имени Майкл Рид, опытный егерь, который много лет работал в северных лесах. Вместе они устроили медвежонка возле теплой печки, накормили рыбой и кашей. Сначала зверек настороженно наблюдал за людьми, но вскоре успокоился и крепко уснул, свернувшись клубочком на старом одеяле. Несмотря на это, мужчины понимали, что настоящая задача еще впереди. Если мать медвежонка жива, его необходимо вернуть в семью как можно скорее. Уже на следующий день они отправились на поиски. Погрузив медвежонка в клетку, лесники поехали к месту, где нашли его накануне. Несколько часов они обследовали окрестности, искали следы и внимательно прислушивались к каждому звуку. День постепенно подходил к концу, когда возле небольшого таежного озера Майкл заметил свежие отпечатки крупных медвежьих лап. Мужчины остановили машину и начали наблюдать. Через некоторое время на противоположном берегу среди кустов появилась медведица. Рядом с ней находились еще 2 медвежонка. Даниэль осторожно открыл клетку и сделал несколько шагов назад. Маленький зверек выбрался наружу, огляделся и тихо пискнул. Реакция матери была мгновенной. Медведица резко подняла голову, услышала знакомый голос и бросилась вперед через снег и кустарник. Через несколько секунд потерявшийся малыш уже оказался рядом с ней. Остальные медвежата радостно кружили вокруг своего брата. Это была невероятно трогательная сцена. Даже невозмутимый Майкл не смог скрыть улыбку. Несколько минут медвежья семья стояла вместе, словно не веря своему счастью. Затем произошло нечто удивительное. Медведица повернулась в сторону людей и долго смотрела на них. В ее взгляде не было ни страха, ни агрессии. Только спокойствие и какая-то необъяснимая благодарность. Казалось, дикое животное понимало, кто помог вернуть ее детеныша домой. Спустя несколько мгновений медведи медленно ушли в глубину леса и вскоре растворились среди могучих кедров. Даниэль еще долго смотрел им вслед. В тот момент он почувствовал нечто особенное. Иногда даже в самых суровых уголках природы происходят истории, которые напоминают, что добро способно преодолеть любые преграды. Именно такие моменты заставляют поверить, что помощь и сострадание имеют значение не только для людей, но и для всех живых существ на этой планете. Если вам понравилась эта история, напишите в комментариях, что вы думаете о поступке лесника. И не забудьте подписаться на Animal Reality, чтобы не пропустить новые удивительные истории из мира животных.